Здравствуйте, меня зовут Сухова Дарья, и я хочу сегодня рассказать про оригинальное упражнение, как формировать порядковый счет. И это упражнение подойдет детям как с дискалькулией, так подойдет детям, просто которые, например, захотят освоить таблицу умножения и просто уметь оперировать числовыми рядами. Для этого нам понадобится, значит, бумага и фломастеры и такой вот любая игрушка. Итак, начинаем мы сначала работать, но если дети маленькие совсем, если вам хочется с дошкольником поработать, вы можете нарисовать сетку 2 на 2. Значит, мы рисуем сетку, а дальше ребенка самого просим ее заполнить. Например, ребенок заполняет ее для маленьких детей цифрами по порядку. Вот какое у нас первое число? Это 1. Второе число 2, 3 и 4. Когда ребенок заполнил вам эту табличку, мы его просим закрыть глаза, он закрывает глаза, а мы закрываем цифру. И просим его посмотреть внимательно, какая же цифра пропала. И он смотрит, говорит, вот 4 пропала. Потом опять просим закрыть глаза, опять, какая цифра пропала. И таким образом мы с ним играем, пока он вроде как не начнет быстро все это называть. Если ребенок у вас дошкольник, то эту сетку лучше нарисовать опять вам же. Сейчас расскажу, как с детьми постарше заниматься. Вы опять рисуете эту сетку, закрываете табличку, которая у вас была первая, и просите ребенка восстановить порядок цифр пустой сетки. Для детей постарше, которые уже у вас пошли уже в первый класс, во втором классе, мы делаем сразу сетку 3 на 3. И вначале мы опять делаем эту сетку мы. И просим ребенка заполнить ее числами от 1, значит, ну и спрашиваем, вот у тебя сетка. Как раз хорошо подходит для детей с дискалькулией, потому что когда у них 3 на 3, они не знают, что это 9, да? И говорит, вот ты от первой, самое маленькое число у нас единичка, вот от нее заполняем подряд, да? И ребенок там пишет у нас цифры подряд от 1. Просим единственное, чтобы они прям ряд не шли друг за другом, да, все-таки в разнобой были. Опять ребенок заполняет у нас эту табличку, и мы закрываем, просим закрыть глаза и закрываем по очереди цифры. Он вспоминает. Если ребенок, вот в этом тут прелесть этого упражнения, если ребенок не запомнил, какая цифра, вы закрыли, это достаточно тяжело с первого раза сделать. Он вычисляет, то есть он опять каждый раз перебирает у вас ряд по порядку. И говорит, ага, тут 5, тут 7. Тоже делаем это до тех пор, пока ребенок не начнет это бегло называть. Тогда мы забираем у него эту табличку, даем ему самому фломастер и просим его нарисовать эту табличку самому. Если у детей проблема, вот обычно у кого дискалькулия дети, они не могут сразу вам нарисовать, они, вот 3 на 3 для них это все равно. Они обычно рисуют что-то очень большое и заполняют там, у него какое-то немеренное количество получается, вот, то есть вот какая-то вот такая сетка. И просим его начать заполнять. Он начинает заполнять, и тут вот дети ставит цифры совершенно, вот тут может быть 7, и там, а 5 оказаться вот здесь, а 6 там, ну то есть он заполняет совершенно произвольным образом, и у вас получается совершенно не та табличка, которую вы делали в начале с ним. Тогда просите его сравнить и посмотреть, и придумать, как это все исправить. Он исправляет, и, в принципе, благодаря этой игре, если вы с ним периодически играете в эту игру, он в результате достаточно быстро, дети научаются, что табличка все-таки будет 3 на 3. Он сам научается ее достаточно ровно чертить, она у него получается ровная. Он действительно становится очень внимательно, старается сделать, чтобы она была 3 на 3, и заполнить ее правильно.
Значит, на следующем этапе мы можем заполнять ее как в прямом последовательности, так и в обратной последовательности. Например, попросить ребенка от 9 к 1 заполнить. Вот он заполняет сначала 9, 8, 7, 6. И таким же образом, когда мы закрываем цифры, мы тоже просим, вот он не помнит, какая цифра, считать опять 9, 8, 7, 6, 5, 4. Вот какая цифра, он не помнит, где находится. В дальнейшем упражнение можно усложнить и делать уже сетку не 3 на 3, а сетку 4 на 4. И когда у нас сетка есть 4 на 4, мы можем уже пойти, например, ему дать такое задание. Мы пишем только четные цифры, начиная с 2. Четные цифры должны идти по порядку, начиная с 2. 2, например, 4. Дальше у нас цифра будет 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Видите, мы тут заодно с ним осваиваем, на самом деле, таблицу умножения еще к тому же. То есть ребенок, когда пишет эти числовые ряды, он еще помимо того, что запоминает числовой ряд, еще и это вклад в запоминание таблицы умножения и понимание ее. И теперь играем, например, с четными. Или просим нечетные числа запомнить. От единицы только нечетные. Через одно прыгаем. Да? 1, 3 и так далее. Можем также в обратном порядке делать. Да? То есть от 20, например, идти в обратном порядке четные только. Или от 21 только нечетные. Мы можем попросить его таблицу умножения на 3, например. Начинаем от 3 и прыгаем через 2 числа. То есть у нас будет первая цифра. Первая цифра будет 3 через 2 числа. Если ему тяжело, он говорит 4, 5, значит следующее будет 6. Через 2 числа перемещаемся 6, дальше через 2, 7, 8, значит 9. Через 2 числа 10, 11, значит будет 12. И таким образом можно делать и таблицу на 5, и таблицу на 6, и таблицу на 7, и таблицу на 8. И опять же таки написал, закрываем, играем с ним вот в эту игру, потом просим ребенка самому воспроизвести вот эту табличку, которую мы сделали. Спасибо за внимание. Мы сегодня рассказали, как работать с числовым рядом, как поставить у ребенка с дискалькулией числовой ряд и один из способов запоминания таблицы умножения. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ждите наших следующих роликов. До свидания.